Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную нарядную сумочку-крючком. Давайте рассмотрим поближе. Связана она на основе бабушкиного квадрата, но немножечко видоизменен. В этом видео мы с вами все подробно разберем, как вязать такой цветочек. Сумочка двухсторонняя, можно носить как на этой стороне, так и на этой. Сделала застежку на кнопочке, длинная ручка, вот такая симпатичная, так что носим ее через плечо. Можно сделать ручку и покороче, кому как больше нравится. Чем хороша такая сумочка, вяжем ее из остатков пряжи, подбираем подходящие по цвету оттенки, кому какое сочетание нравится. И особо не требуется никаких материалов. Ниточек не очень много уходит на такую сумочку. Размер ее у меня получился, давайте померим вместе, 19 на 18 сантиметров. Вверху сделала обвязочку. Все подробно разберем позже. Такая сумочка может стать хорошим подарком как взрослому, так и ребенку. Можно сделать в спокойных оттенках, можно поярче. Если вам понравилась такая сумка, поставьте большой пальчик вверх, пожалуйста. Мне очень приятно, это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Пишите в комментариях, все ли у вас получается. Задавайте там вопросы. Вязать такую сумку очень легко, быстро, и буквально за один вечер будет готов вот такой подарок близкому человеку или себе. Я буду вязать еще в другом цвете такую сумочку. Вязать эту сумку будем из остатков пряжи. Я думаю, у каждой мастерицы остается много ниток различные. Подбираем более-менее подходящие по толщине. Цветовое сочетание, чтобы было красивое, на свой вкус и цвет. Так, толщина нити примерно у меня, будем ориентироваться. Вот Alize Supervanna Classic, в 100 граммах 280 метров. Примерно вот такая нитка у меня толщиной будет. Ну, какая-то потолще все равно, какая-то потоньше немножечко. Но я думаю, что ничего страшного в этом нет. И крючок буду использовать 3 миллиметра. Итак, для первого ряда я беру нитки бежевого цвета. Они у меня с крапинками твидовыми. Интересная такая ниточка. Делаем скользящую петлю. 3 воздушные, которые нам заменяют начальный столбик с накидом. 1, 2, 3, и в кольцо провязываем 15 столбиков с накидом еще. Итого получится 16 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Провязали 16 столбиков. Колечко затягиваем за хвостик, чтобы у нас было минимальное отверстие. И теперь соединяем вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Все, делаем закрепку, нитку отрезаем. Первый ряд у нас готов, 16 столбиков с накидом. Вяжем второй ряд. Для него я беру нитки молочного цвета. Итак, делаем начальную петлю и присоединяем нитку к любому столбику. Вытягиваем на высоту столбика, накид, сюда же в этот столбик вставляем крючок, вытянули нитку,
накид, вставляем крючок, вытянули, накид, вытянули, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петли. 2 петли на крючке, закрываем, провязали начальный пышный столбик, 1 воздушная. В следующий столбик также вяжем пышный столбик, накид, вставляем крючок, вытянули, накид, вытянули, накид, вытянули, подхватили рабочую нить, 2 петли, закрыли и 1 воздушная, накид. В следующий столбик вяжем пышный столбик, вытянули, вытянули, еще раз вытянули, протянули через петли, 2 петли, закрываем, 1 воздушная. Вот таким образом продолжаем вязать, и у нас получится 16 пышных столбиков, между ними арочки из 1 воздушной петли. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 1 воздушной и соединяем вершину начального пышного столбика соединительной петлей. Закрепляем и отрезаем. Второй ряд у нас готов. Следующий ряд будем вязать ниточкой вот такого горчичного приятного цвета. Также делаем начальную петлю и к любой арочке присоединяем. Вот этот хвостик мы сразу обвязываем в процессе работы, чтобы потом нам не тратить время. Присоединили, вяжем третий ряд. 2 воздушные петли еще, накид, и сюда же в эту арку провязываем столбик с накидом, но не до конца, 2 петли на крючке, накид, снова провязываем накид, 3 петли, накид, вытянули, 4 петли на крючке, закрываем. Провязали начальный кластер из 4 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, арка, и в следующую арку из 1 воздушной провязываем также кластер из 4 столбиков. Первый столбик с накидом не до конца, накид, сюда же в эту арку, второй столбик не до конца, накид, третий столбик с накидом, накид и 4 столбик. 5 петель на крючке, закрываем. 2 воздушные петли, арка, и в следующую арку из 1 воздушной также провязываем кластер. Первый столбик, второй, третий, 4, 5 петель, закрываем, 2 воздушные. Все, продолжаем вязать, не забываем обвязывать сразу хвостики. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 2 воздушных и соединяем вершину начального кластера с соединительной петлей. Закрепляем и отрезаем. Третий ряд у нас готов. Следующий ряд буду вязать ниточкой вот нежно-зеленого цвета, цвет полыни. Также делаем начальную петлю. Так быстрее присоединяйте, это уже новый способ такой мы с вами открываем. Так, присоединяем к любой арке. И еще 2 воздушные петли. Это начальный столбик с накидом. Накид, хвостик сразу сейчас также обвяжем. В эту же арку провязываем еще 2 столбика с накидом, первый и второй. Итого 3 столбика в арку. Накид. Переходим к следующей арке и в нее провязываем также 3 столбика с накидом, первый, второй, третий. В следующую арку также 3 столбика с накидом, 1,
2, 3. Вот в 3 арочки подряд. Теперь начинаем формировать уголки нашего квадратика. Итак, сделали накид, и в следующую арку у нас будет такая комбинация столбиков. Вставляем крючок, вытянули нитку, 3 петли на крючке, подхватываем нить через одну петлю, также 3 петли на крючке, подхватываем через 2, через 2. Выполнили патентный столбик с накидом. Он немножечко длиннее, чем столбик с накидом, но короче, чем столбик с 2 накидами. Еще раз провяжем такой столбик, накид, вставляем крючок сюда же в эту арку, вытянули нитку, 3 петли на крючке, подхватываем через одну, через 2, через 2, накид и третий такой же столбик, 3 петли, через одну, через 2, через 2. Провязали 3 патентных столбика. Теперь арка из 3 воздушных для формирования уголка. 1, 2, 3. И в эту же арку провязываем 3 таких же патентных столбика. Первый, второй, третий. Накид. В следующие 3 арки вяжем по 3 столбика с накидом обыкновенных, а в 4-ю арку вяжем такую же комбинацию: 6 столбиков патентных и посередине арочка из 3 воздушных петель. И так у нас получится 4 уголочка. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последние 6 столбиков, уголочек сформировали. И соединяем также в 3-ю воздушную петлю подъема с соединительной петлей. Закрепляем, отрезаем. 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. Для него возьму ниточку, которой вязала серединку с крапинками. Так. Делаем начальную петлю, и присоединяем к любому уголочку. Одна воздушная петля. Выполнили начальный полустолбик с накидом. Накид, и сюда же в эту арку провязываем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке, закрываем. И теперь в следующие 15 столбиков провязываем по столбику без накида. 1, в следующий 2, в следующий 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Подошли к угловой арке и в нее провязываем. Сделали накид, 2 полустолбика с накидом. Первый накид, второй полустолбик. Далее идет арка из 2 воздушных, 1, 2, накид, и сюда же в эту арку провязываем еще 2 полустолбика с накидом, первый и второй. И теперь в следующие 15 столбиков провязываем по столбику без накида, а на уголках провязываем по 4 полустолбика посередине арка из 2 воздушных. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, провязали последнюю арку из 2 воздушных и соединяем вершину начального полустолбика, вот воздушную петлю подъема с соединительной петлей. Закрепляем и отрезаем. 5-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 6-й ряд. Для него я возьму ниточку фиолетового цвета.
Это основной цвет сумки у меня будет. Почему-то захотелось мне именно таким цветом ее связать в этот раз. Также делаем начальную петлю. И присоединяем к любой арке. Это у нас имитация уже начальной столбика без накида. Хвостик сейчас сразу обвяжем. В каждый столбик по прямой стороне провязываем по столбику без накида. В первые 2 полустолбика 1, в следующий полустолбик, в следующие 15 столбиков без накида по столбику без накида. Все, хвостик обвязали. Провязали 15 столбиков. Теперь в следующие 2 полустолбика по столбику без накида. Итого получилось 19 столбиков. И первый столбик в арку это 20, так, 19, 20. И теперь в арку столбик без накида в угловую. Далее 2 воздушные петли, в эту же арку вяжем еще один столбик без накида и в следующие 19 столбиков по столбику без накида. И также в арочку вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида для формирования уголочка. Так по каждой стороне у нас получается по 21 столбику без накида. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали вот 20 столбиков, 21 вяжем в первую арку 2 воздушные петли и соединяем вершину начального столбика без накида. 6-й ряд у нас готов. Вяжем 7-й ряд, воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик и в каждый столбик до уголочка провязываем по столбику без накида. Так. Когда дойдем до уголочка, также его будем оформлять и провязывать такую же комбинацию столбиков. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И в каждом ряду у нас будет прибавляться по 2 столбика по каждой стороне, так как мы будем провязывать в каждую арочку по 2 столбика без накида. Так, провязали, дошли до угловой арки и в нее вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли, арка, и еще один столбик без накида сюда же в эту арку. И начиная с первого следующего столбика провязываем в каждый столбик по столбику без накида, доходим до угловой арки и также формируем уголок. Все по такому принципу вяжем теперь одним цветом. Вот фиолетовым я буду столбики без накида у нас до нужной ширины. Можно какие-то полосочки сделать другим цветом, также взять молочного цвета или там желтого цвета и сделать еще ряд полосочки. Все, вяжем квадратик по такому принципу и встречаемся, когда достигнем нужного размера.
Ну вот, наш квадрат готов. Вот такая красота у нас получается. Я сделала один ряд ниткой вот цвета полынь для украшения. Ну, можно было все это поле вязать и вот темным фиолетовым. Размер квадратика у меня получился 16,5 сантиметров. По каждой стороне у меня 35 столбиков без накида по уголочкам арки из 2 воздушных. Все, первый квадрат готов. Аналогично первому вяжем и второй квадратик. Вот, я уже провязала 2 квадратика. Вот это лицевая сторона. И сейчас нам нужно соединить 2 детали между собой. Итак, складываем вот эти хвостики, пока будет у нас верхняя часть. Я так сделаю изнаночными сторонами. Это тоже вверх. Вовнутрь. Лицевая у нас наружу. И сейчас нам нужно соединить по 3 сторонам. Для этого беру нитку фиолетового цвета основного. Эту деталь назовем верхней, вторая нижняя. И присоединяем ниточку к угловой арке на верхней детали. Присоединили. Соединять 2 детали мы будем в каждый столбик провязывать столбики, но будем использовать вот заднюю стеночку на этой детали, а на нижней детали, вот которая ближе к нам стеночка. Давайте рассмотрим поближе. Вот у нас воздушные петли, как бы вот цепочка, состоит из 2 половинок. Сейчас будем провязывать за задние дольки. Итак, вставляем крючок. Вот в первый, у меня 35 столбиков, первый из 35, за заднюю половинку. Делаем накид на крючок. Так, берем нижнюю деталь, находим первую петлю после арки, вот арочка, и следом идет столбик без накида. Вставляем крючок за дольку, которая ближе к нам, под одну ниточку. Так. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через 2, закрыли накид, через 2, через 2. Теперь вставляем крючок в следующий столбик на верхней детали, также под одну ниточку, под заднюю дольку. Накид, в следующий столбик нижней детали, также под одну ниточку, но эта ниточка к нам ближняя, она как бы передняя сейчас для нас. Вытянули, через 2, через 2, через 2. Вставляем крючок в следующий столбик, накид, и в следующий столбик нижней детали вытянули. Теперь через 2, через 2, через 2. Давайте еще вместе. Следующий столбик, накид, следующий столбик на нижней детали вытянули, через 2, через 2, через 2. Вот такой жгутик у нас будет сбоку сумочки. Все, продолжаем вязать, доходим до нижнего уголочка, и здесь мы можем провязать 2-3 столбика, чтобы у нас уголок не стягивался. Также тут вяжем в каждый столбик, соединяем, доходим до уголочка, и также в арку не забываем провязывать столбики. Все обвязываем по кругу, доходим до верхнего края сумочки и встречаемся.
Можно соединить и иголочкой, сшить детали, но мне хочется, чтобы была такой вот боковой, как бы такой бачок у сумки, чтобы она была более объемной. Поэтому провязываем здесь как бы столбик с накидом. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, соединили 2 детали. У нас получилось 35, 35, 35 и в арочку. Здесь 2 и здесь 2. Итого 105 и 4, 109 столбиков мы сделали. Соединительных вот таких. Между двух деталей. Вот такая боковушка у нас получилась. Все аккуратненько. Так, сейчас приступаем к обвязыванию верхней части сумки. Так, крючок, троечку меняю. Хвостик этот сейчас сразу обвяжу. Итак, у нас последний столбик соединительный. Вот между двух деталей провязан в последний, в 35 столбик. Давайте сделаем в арочку из двух воздушных, который у нас далее идет, соединительный столбик вот сюда. Угу. Одна воздушная петля подъема и сюда в арку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Можно его пометить маркером, чтобы потом не промахнуться и сделать соединение в этот столбик. Так, и в каждый столбик до второй стороны, у меня 35 столбиков, провязываем по столбику без накида. Делаем обвязку, начиная с первого столбика. Первый, и должно получиться также 35 столбиков. Сейчас хвостик сразу обвяжу. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Давайте дойдем до второй стороны и встретимся. Провязали 35 столбиков. Теперь столбик в арку из двух воздушных петель. Так, нитки темные, плохо видно, но я думаю, что я объясняю подробно все. Так, переходим теперь вот на боковинку. Сюда провяжем, давайте, 2 столбика под первый столбик, 1, 2. Переходим ко второй детали. Сюда в арочку первый столбик вяжем. И далее идут также 35 столбиков. Потом в арку 2 столбика в боковинку, вот в эту узенькую. И соединяем вершину начального столбика. Давайте обвяжем этот ряд самостоятельно до конца и встретимся. Все, довязали первый ряд обвязки. Получилось 37 и 37, 74 и по 2, 78 столбиков. Все, ниточку отрезаем, сделали закрепку. Можно продолжать вязать и этим цветом, но я хочу сделать полосочки разноцветные. Буду использовать также зеленые, вот ряд зеленых, ряд желтых, ряд молочного цвета полосочки. Ну, можно чередовать с фиолетовыми, это уже на усмотрение. Давайте провяжем еще 3-4 ряда, чтобы сумочка была не квадратной, а немножечко вытянутой, прямоугольной. И встретимся. Как мы будем начинать ряд, также делаем начальную петлю. Давайте с этой стороны теперь присоединим. Вот у нас боковая часть к столбику. Выполнили начальный столбик. Хвостик сейчас сразу обвяжем. И вяжем по кругу столбиками без накида. И также получится 78 столбиков. Если у вас другое количество петель
то вяжите свое количество. Все, вяжем так несколько рядов разным цветом и встречаемся. Ну вот я сделала обвязку верхнего края. 3 ряда цветным, молочный, песочный и цвет полынь. И 2 ряда еще надвязала фиолетовым. Итого обвязка получилась 6 рядов. 1, тут 3 и 2. Вот 6 рядов столбиков без накида. Так. Сейчас будем вязать ручку. Я остановилась как раз в том месте, откуда нам нужно крепить ручку. Вот у нас боковушка. И сейчас на 4 или даже на 5 петлях будем вязать ручку. Итак, делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. В следующий, или давайте в этот же столбик провяжем столбик с накидом. 1 воздушная петля, пропускаем столбик, в следующий столбик с накидом, накид, и в следующий столбик с накидом. Итак, 2 столбика с накидом, воздушная петля, арочка, здесь мы пропустили столбик, и еще 2 столбика с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3, разворачиваем. Во второй столбик вяжем столбик с накидом, 1 воздушная петля, в следующий столбик с накидом, накид, и теперь под столбик можно в 3-ю воздушную петлю, но для ускорения процесса я просто провязываю под столбик с накидом. 3 воздушные, разворачиваем. Во второй столбик с накидом. Очень простая схема. 1 воздушная петля, в следующий столбик с накидом, и теперь вот в промежуток между 3-м и 4-м столбиком сюда вставляем просто и провязываем столбик с накидом. 3 воздушные. Давайте еще раз вместе провяжем. Накид, столбик с накидом, в следующий столбик 1 воздушная, в 3-й столбик и под 4-й. У нас как бы получается 2 столбика, арка, 2 столбика. Все, вяжем таким образом ручку до нужной длины. У меня обычно на таких сумочках длина вот ремешка получается 1,20 м. Но вы смотрите на свой рост, как вам больше нравится носить сумку, повыше, пониже, на бедре или на поясе. Можно примерять. Все, вяжем до нужной длины и встречаемся. Итак, я провязала ручку нужной длины. Делаем закрепку и оставляем кончик подлиннее, и мы будем пришивать ручку к сумочке. Так, ну пока не пришиваем, а сейчас я хочу украсить ручку, еще дополнительный цвет ввести. Итак, берем ниточку, вот я вот цвет полыни, делаем также начальную петлю, и смотрим внимательно. Вот у нас сумка, от нее выходит ручка, вот 2 столбика, посередине арочка, и вот мы здесь пропускали столбик. Вот к этому столбику мы прикрепляем нитку. Так, и с той стороны крючок, вот так прикрепили. Вот она посередине ручки у нас получается. И теперь вяжем цепочку из воздушных петель длиной такой же, как наша ручка.
Но нужно учесть, что ручку, вот мы когда вязали, нам нужно ее сразу растянуть, чтобы все столбики встали на место. Даже такой характерный звук, когда столбики перемещаются. И вот вяжем цепочку такой же длиной, даже чуть-чуть подлиннее можно сделать, подлиннее, чем ручка. И мы будем обвивать вот эти пустые ячейки. Сейчас просто вяжем шнурочек из воздушных петель. Также вот у меня 1,20 м. И встречаемся. Хвостик этот спрячем попозже. Провязала шнурочек, сделала даже его немножко подлиннее. Потом я распущу. Так. Отрезаем ниточку, но пока не делаем закрепку. Придется немножечко распустить, может быть. И теперь самое интересное. Просто берем шнурочек и обвиваем ручку этим шнурочком. В одну арочку вставляем, в следующую. Так, через одну туда-сюда продеваем шнурочек, украшаем ручку сумки. Давайте сделаем эту работу. Вот что у нас должно получиться. И встретимся. Хвостик вот сюда сейчас спрячем. Все, шнурочек продет. Растягиваем ручку, чтобы шнурочек стал также на свое место. Распределяем его равномерно. Так, лишнее я распущу. Несколько петель. И делаем закрепку. Вот так. Сейчас при помощи иголочки пришиваем ко второй стороне ручку. Смотрим, чтобы она была у нас не перекрученная. Все, ручка у нас готова, прикрепили. Сейчас нам нужно сделать застежку. Для ее изготовления я буду использовать кнопочки. У меня разные кнопки тут. Но возьму, наверное, которые побольше. Пришьем потайными стежками внутри сумочки. Не захотела я делать никакую шлевку здесь. Застежку. Сумочка сама по себе очень красивая и не хочется портить узор. И поэтому пришиваем аккуратненько кнопочку на внутренней стороне нитками, подходящими по цвету.
Ну вот наша сумочка готова. Посмотрите, какая она получилась. Интересная, нарядная. Застежка у нее внутри аккуратненькая. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такую интересную сумочку крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!